Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Примерно месяц назад я просил поставить лайки тех, кто никогда этого не делал. И результат удивил. Лайков стало почти 2 раза больше. Поэтому я вас прошу, не забывайте это делать. Это очень важно для канала. Ну а сегодня мы посмотрим страшные видео, которые точно вас удивят. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Музей. Следующее видео снято в одном из музеев в Вирджинии. Мужчина заметил фигуру, которая появилась из ниоткуда, и начал снимать. Давайте посмотрим. Это довольно странно. Я не знаю, видишь ли ты это. That was gnarly. And we already know the rules, don't we, about whispering in the ear. So I appreciate not getting fucked with. And there is definitely fucking something this there. And that is gnarly. Let's see if it's like still there. There's some like, I don't know. Можно увидеть нечто похожее на теневую фигуру, которая не двигается. Зрители разошлись во мнениях по поводу данного видео. Одни писали, что это может быть просто игра света, и тень падает от какого-то предмета. Другие убеждены в том, что где-то стоит неподвижный человек, и это его тень. Однако высказывались и мнения о том, что музей в себе таит много секретов, и данная фигура может реально быть чем-то паранормальным. Нечто в воздухе. Следующее видео снял мужчина, когда он просто хотел отдохнуть вечером у телевизора. Он заметил аномальную фигуру, буквально витающую в воздухе, и решил снять все на телефон. Смотрите сами. Advertising became one of the decade's greatest. Ads took on an evangelistic fervor, encouraging the public to buy. They did. Everything from the everyday necessities to fashionable clothing and household appliances. Buying on credit became commonplace. For the first time, one could live beyond their means. Even as economic boom, frivolity, and innovation spread throughout the land, life in small towns and rural areas was more reminiscent of the 19th century than of the roaring 20th. Despite the automobile, children still walk miles to school. Travel by rail is still the most reliable way to get to the city. Doctors made house calls. Day and night, good weather. It looks like smoke. Milk and ice delivery men relied on Nobody's smoking. We don't smoke. So there's no smoke. family picnics and sing-alongs around the parlor piano, and the most anticipated event of each year, the circus. It's creeped me out. What the heck is that? Аномальная фигура находится у телевизора, будто летает в воздухе. Она иногда меняет положение, а ближе к концу ролика и вовсе направляется, кажется, прямо к мужчине, а затем пропадает. Некоторые зрители разглядели в этой аномалии зловещее лицо, а другие предположили, что камера телефона могла быть с небольшой капелькой воды, что создало подобный эффект. Прямая трансляция. В следующем видео блогер решает провести прямую трансляцию на Twitch в одном заброшенном здании. Во время прямого эфира он навел камеру на окно, которое было расположено в дверном проеме и вело в другую часть здания. Когда он это сделал, увидел то, что его удивило и испугало. Посмотрите.
Можно разглядеть фигуру в темном плаще, будто кто-то тогда был рядом прямо с блогером. Мнения по поводу данного ролика разделились, так как зрители предполагали, что это была тень самого блогера, и он сделал этот трюк, чтобы набрать просмотр. Однако сам блогер убежден в том, что это было нечто совсем иное. А вы ему верите? Падение. Следующие видео были сняты в Венесуэле. Мужчина рассказывает, что люди просто снимали грозу. Однако он и многие пользователи заметили в роликах нечто большее. Темную фигуру, которая будто падает с неба. Смотрите внимательно. В первом видео можно наблюдать, как что-то темное быстро падает за зданием во время грозы. Давайте вместе посмотрим второе видео, где также видна темная фигура, причем не одна. Можно увидеть не сразу, но если увеличить и замедлить, вы точно заметите. Также есть еще одно видео, в котором было снято нечто подобное. Данная серия роликов быстро распространилась по сети и вызвала массу дискуссий, в которых люди предполагали версии от инопланетян до некого предмета или большой птицы в небе. А вы как думаете, что это было на самом деле? В следующем видео команда охотников за паранормальным отправляется в Инглифилд Холл. Здание было построено в 1880 году для так называемой Лиги трезвенников. Изначально оно существовало как таверна Виктория. Целью было обеспечение рабочих альтернативным местом отдыха и снижение потребления алкоголя. Уже в 1910 году таверна стала отелем для трезвенников полноценно, а начиная с 1930 года у здания менялись владельцы и предназначение. В данный момент здание служит общественным клубом. Давайте посмотрим, что же удалось им заснять. Не могли бы вы еще раз воспроизвести этот звук, пожалуйста? Слышен голос ребенка, который говорит «мамочка». Вот запись с усиленным звуком. Спустя несколько минут расследования мужчина слышит, как духи начинают общаться с ним. При увеличении громкости можно услышать, как предполагаемый дух говорит «мама». Странные звуки они слышат при расследовании постоянно, но и идут дальше, чтобы разобраться в их происхождении. Как я уже говорил, если бы вы могли прийти и поговорить со мной, возможно, вы бы рассказали мне, каково это. Talk to me about what it was like. Talk to me about Дальше, в одной из комнат, где находится шкаф, слышны звуки стуков и ударов, похожих на удары бутылкой. Пока мужчины находились в другой комнате, статичная камера засняла, как дверь в одной из комнат сначала вдруг открылась, а затем закрылась без видимой на то причины. Oh, shit. What? Something's moving. Там что-то движется. Что, ты это видел? Oh, I heard something coming towards me. Oh, shit. What?
Когда исследователи поднимаются по лестнице, они вдруг слышат, будто кто-то проходит около них. Они осматривают это место, но никого там не находят. Исследователи замечают, что как только они идут на чердак, то снова слышат звуки шагов и замечают постороннее присутствие. Паранормальные явления не перестают происходить, а звуки доносятся отовсюду, куда бы ни отправились исследователи. Мужчины решают установить статичные камеры и сделать пару фотографий в комнатах, и затем покинуть дом. Одна из их камер зафиксировала тень, проходящую по коридору. Посмотрите. На этом исследование закончилось, но у блогеров осталось множество вопросов, поэтому они вернулись сюда снова уже в другом составе. Установив камеры и посмотрев кадры, они услышали, как хлопала дверь, хотя сквозняка в доме не было. Кроме данного стука, когда они пришли сюда вновь, больше ничего не обнаружили. Некоторые пользователи, которые посмотрели данное видео, были впечатлены. Они поражались смелости исследователей, говоря о том, что как только бы услышали шаги, то сбежали бы из этого места. Однако были и те, кто обвинил исследователей паранормального в обмане. А вы на чьей стороне? Фитнес-клуб. Следующая серия видео была снята в Испании. Мужчина работает тренером в фитнес-клубе и является скептиком. Однако то, что он увидел, причем со своим участием, повергло его в шок и заставило задуматься. Ну, чтобы руки не дрожали. В первом видео напарник показывает мужчине видео с его участием. Обратите внимание на реакцию мужчины. У него трясутся руки, и он не может поверить в происходящее. Теперь смотрим то видео, которое ему показали. Вот, но у меня с алкоголем разговор короткий. Я его очень не люблю, пью, но люблю, но немного пью его. Но пью. Когда мужчина находился в фитнес-клубе, он с кем-то разговаривает, но на самом деле около него никого нет. По мнению его напарника, это была настоящая встреча с дьяволом. Мистика везде, в каждом углу тени, ужасы под кроватью, призраки в аллее. Гортят морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Ты найдешь истории из мрака. Каждый босс путешествие наизнанку. Ты увидишь, как мистика оживает. Ты не забудь поделиться с друзьями. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Другая сторона. Где призраки играют. Мистика жива. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм.
следующем ролике команда любителей паранормального отправляется в Огайо, в историческое здание Мэдисон. Ранее оно было больницей, школой и даже предназначалось для семей, погибших в гражданской войне в США. Многие люди, не в силах справиться с утратой, покончили с собой в стенах этого здания. Затем здание превратили в психиатрическую лечебницу с ужасными условиями содержания. Ходят легенды, что здание населено привидениями. После того, как оно пришло в негодность, стали распространяться слухи о том, что в нем наблюдается паранормальная активность. Поэтому команда отправляется прямо туда, чтобы подтвердить или опровергнуть данный факт. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Наверху. Это было похоже на... Я как раз собиралась сказать, что кажется, там что-то происходит. Но это не здесь, а наверху. На 100%. Если ты сейчас над нами, можешь ли ты топать ногами, выбить дверь, сделать что-нибудь, что ты только что сделал? Did you hear that? Yo, that was loud. Уже спустя несколько минут после начала исследования они слышат звук шагов и свист. Дальше они пытаются пообщаться с предполагаемыми духами с помощью своего оборудования и делают вывод, что здесь все еще находится ребенок. Команда переходит в другую комнату и продолжает исследование. Не знаю, улавливает ли это моя камера, но... I don't know if my camera's picking up on that, but sure does look cloudy. Ты это слышал? Да, это был голос на 100%. Это было похоже на... Это было так хрипло. Это было на 100%. Звук шагов. Заряжай. Заряжай. В нас. Эй. Нет, никто ни в кого не стреляет. Черт, я сейчас выйду отсюда. I'm angry right now. Oh, I'm so angry. Они никак не ожидали услышать чей-то голос, который говорил им «идите домой», а затем «убирайтесь». Пока любители паранормального обсуждали данный момент, произошло еще кое-что. Можно увидеть маленькую темную фигуру, проходящую около дверного проема. По их мнению, они могли снять настоящего призрака. Что это было на самом деле, как всегда, решать только вам. Репортаж. Данный ролик является новостным репортажем из Испании. Однако многие зрители, которые посмотрели его, заметили нечто странное. donde la gente ha mostrado mucha emoción y diversidad de opinión entre los dos partidos. Entrevistamos a algunos latinos que... Обратите внимание на задний план. Увидели? Если нет, давайте приблизим. Можно увидеть, как позади девушки слева проходит фигура, которая буквально растворяется в воздухе до того, как входит в дом. Один из пользователей, который привлек внимание к этому видео, высказал свое мнение и сказал, что вряд ли новостной репортаж может быть подстроен. Также он не верит в сбой при съемке, так как снимали не на простой телефон. Но тогда что же это было? Делитесь предположениями в комментариях. Следующее короткое видео, первоисточник которого неизвестен, снято предположительно в историческом здании. Давайте посмотрим. В зеркале справа отражается дверь, которая вдруг открывается без видимой на то причины. Было ли это нечто паранормальное, или же всему есть разумное объяснение? Как всегда, решать только вам. Хинсдейл. В следующем видео Кейси и Колтон отправляются в дом под названием Хинсдейл. Он находится в отдаленной части американского штата Нью-Йорк, посреди сельских полей. Но в наше время сюда приезжают со всех уголков США. Исследователи говорят, что он является одним из самых населенных привидениями мест в стране. С виду это самый обычный дом, построенный в 1800-х годах одним из зажиточных местных фермеров. Вскоре после постройки дом был переоборудован под небольшой частный отель, и вскоре
про этот дом стала ходить дурная слава. Говорили, что в нем убивают постояльцев. Позже, когда домом стали управлять Йен и Ричард, даже соседи старались держаться подальше. Но приезжие не знали, что в доме насилуют, грабят, а также убивают постояльцев. В последующие десятилетия всех, кто жил в доме, преследовали несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Многие туристы, которые посещают этот дом, признаются, что ощущают тут потустороннее присутствие и что призраки пытаются нападать на них. Ведь после таких туров они часто находят на теле непонятные синяки и царапины. Исследователи и очевидцы рассказывали страшные вещи об этом доме. Поэтому команда отправляется прямо туда, чтобы проверить, что на самом деле представляет собой Хинсдейл. Начнем двигаться. Сейчас здесь все неподвижно. Если вы начнете двигаться, если вы сможете заставить этого призрака двигаться, это было бы невероятно, если бы вы смогли показать нам, что вы здесь прямо сейчас. Как им кажется, одной из камер удалось заснять в тот момент орбу. Посмотрите сами. А уже спустя несколько минут, когда один из членов команды пытается пообщаться с духами, импровизированный призрак начинает немного шевелиться. And no disrespect, we're not trying to provoke you, but at the same time, wow. It's moving. Did you see that? Yeah, ooh. It's moving. Look, look, look. Команда обращает внимание на то, что в доме нет сквозняка и окна закрыты, поэтому он не мог двигаться по этой причине. Back of the couch. Like up top? Yeah, it was close. There you go. What's it gonna be? Something to take note of, though. Yeah. Definitely moved. Definitely did. Несколько орб пролетает около мужчин в то время, пока они пытаются получить ответы от предполагаемых духов. Спустя несколько мгновений Кейси и Колтон услышали шаги, а затем странные звуки, похожие на звон игрушек. Это игрушка? Что-то вроде звоночка или еще чего-то. Как маленький шарик или что-то в этом роде. If that's you making noise upstairs, can you do it again? Can you do it down here? Дальше Кейси замечает любопытный факт. Шкаф, где находится кукла, был приоткрыт. Хотя, когда они только заходили в дом, он лично закрыл его. Несмотря на происходящее, полные решительности исследователи решают провести сеанс по общению с духами. Один из них, Колтон, остается в доме один и начинает сеанс. Сколько? Вы можете дать мне прямой номер? Здесь присутствует больше одного духа? О да. Сколько? Вы можете дать мне прямой номер? Кейси задавал вопросы, а Колтон, находясь в полной темноте и будто одержимый духами, отвечал на них и чувствовал чье-то присутствие. Спустя пару вопросов шкаф, где находится кукла, вдруг открывается сам по себе, но Колтон об этом не знает, так как на нем шумоподавляющие наушники, и он в кромешной темноте. Кейси начал переживать за Колтона и решил идти за ним, однако, подойдя к входной двери, он обнаружил, что она заперта. На этом расследование завершается, а Кейси и Колтон убеждены в том, что дом Хинсдейл действительно населен чем-то паранормальным и нужно быть с ним осторожнее. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово.
Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Кэш, всем нужен кэш, всем нужен кэш, да. Купюры в руках, как светофор, green light. Когда жмешь на газ, снова новый файт. Деньги в кармане, как айс на wrist. Настал момент, где ты из списки мист. Кэш нужен всем, как Wi-Fi в метро. Бабки в кармане, это мой флоу.